пронесем через года. Мы пронесем через года. Добрый день, уважаемый господин Лю Лиминь. Мне очень приятно присутствовать здесь, в Китае, и встречаться с вами, с выпускником Института русского языка имени Пушкина. Добрый день. Китай – одна из величайших цивилизаций мира. Страна, соединившая в себе верность древним традициям и современный ритм жизни больших мегаполисов. Культурно-гуманитарное сотрудничество России и Китая особенно успешно складывается в сфере образования, ведь нам всегда было чему друг у друга поучиться. Так, герой этого интервью Лю Лиминь, еще будучи абитуриентом китайского вуза, выбрал преподавание русского языка в качестве своей будущей профессии, а затем уже в России с успехом окончил аспирантуру Государственного института русского языка имени Пушкина. С чего начиналось ваше знакомство с Россией и с русским языком? С русским языком, надо сказать, из детства. Потому что, когда я был совсем мальчиком, то тогда работали у нас советские специалисты. Они помогали нам строить Аншанский металлургический комбинат. И эти специалисты, у них есть дети. Они играли, но хотя я-то совсем был маленьким, ловил немножко русское слово. Например, «хорошо», «привет». Потом начал изучать русский язык в школе. А моя учительница, она была переводчицей при советских специалистах. У нее был очень такой хороший русский язык. И я тоже полюбил русский язык. И самое главное, тогда у нас в библиотеке в основном это советская и русская классика. Читали много. Ведь наши деды, наши отцы, они же воспитывались в духе советских таких, классики, советского искусства. Все пели русские, советские песни тогда. Поэтому читали, например, журналы, книги о России, о Советском Союзе, о Москве. Назовите ваши любимые произведения. Я вам перечисляю. Это все мои любимые книги, произведения. Это Евгений Онегин Пушкина. Это «Война и мир» Льва Толстого. Это «Отцы и дети». Это «Мертвые души» Гоголя. Из современных это Горького. Мои университеты в людях и мое детство. Это Горького. Потом Островского, «Как закалялась сталь». И поэтому вы выбрали русский язык в качестве своей будущей профессии. Да, после школы, когда поступал в университет, то я выбрал, конечно, специальность русского языка как свое будущее уже. Есть мнение, что говорить на иностранном языке – это одно, а другое – думать на этом языке. А бывают случаи, когда вы думаете по-русски? Думаю на родном языке, но если такой этап перевода, но постепенно уже частично можно думать по-русски. По-русски говорят, китайская грамота – это очень трудная вещь. Для нас русская грамота. Потому что очень отличается русский язык от китайского языка. В русском языке есть падежи, а в китайском нет. Поэтому эти грамматические правила очень нас стесняют, когда мы говорим. Надо думать, в каких падежах. Но это сложно. Французский язык для любви, итальянский для оперы. А для чего, по вашему мнению, русский язык и китайский? Я помню, где-то читал.
так. Если вы общаетесь с Богом по-латински, если вы общаетесь с купцом по-английски, с врагом по-немецки, с друзьями по-итальянски или испански, я не помню, с любимой женщиной по-французски, то со всеми ими можно говорить по-русски. Я бы сказал, и по-китайски тоже. Очень богатый язык. Где вы жили во время учебы? В институте, В общежитии? на улице Волгина. Хорошо помню. В общежитии приходилось готовить? Конечно. Потому что в основном тогда была только русская кухня. Мы иногда надо готовить себе китайскую кухню. Что готовят китайские студенты в общежитии? Ну, китайская кухня очень разнообразная. Но я вспомню один интересный случай. Я не знаю, помните ли вы Сенкевича? Это известный, он врач для космонавтов. Он путешествовал по свету. Тогда он был ведущим клуб кинопутешествий, да? Он нас приглашал на эту телепрограмму. Спрашивали, тогда была зима, в России мало овощей. Спрашивали, какие овощи можно приготовить вкусно, по-китайски. Я сам не мастер, я пригласил с собой одну нашу аспирантку. Она умела готовить, конечно, картофель. Получилось очень хорошо. И по советскому центральному телевидению, значит, картофель можно так делать. Интересно, да? Есть ли у вас любимое русское блюдо? Русское блюдо – это борщ для меня. Борщ. Блины пекли когда-нибудь? Я ел, но я не мастер готовить пищи. Помните какой-то интересный случай из своей учебы? Когда я сдал кандидатский минимум, знаете, тогда в Институте русского языка имени Пушкина, в основном там были иностранные стажеры, иностранные аспиранты. Я всего более 200 вопросов по минимуму. Я аккуратно по каждому делал ответ. И моя эта работа стала общей. Много снимали копию, передавали из рук в руки. Даже через несколько лет, я уже закончил, я вернулся в институт, даже сказали, благодаря Лене, мое русское имя Леня, мы сдали кандидатский минимум. Потому что я работал очень, так сказать, много и серьезно. Каждый я писал, даже не отпечатал, ручной. И потом они стали переписывать, и потом стали напечатать и передавать копию. Вы сейчас сказали про имя. А как вы выбрали это имя? И что означает ваше имя на китайском языке? Мое имя на китайском языке состоит из двух иероглифов. Ли Мин – это значит польза народу, благо народу. Вот такое значение. А Леня, Леонид, просто Лю, моя фамилия. Лю, немножко по звуку совпадает. Леня стали, советские наши преподаватели и сокурсники стали меня называть по-русски, потому что это для них проще. Хотя сначала первое время для них непривычно для меня. Леня, я не знаю, кто это Леня. Лю, вот.
ваш любимый педагог или учитель, наставник, на которого вы равнялись? Это Юлий Абрамович Бельчиков. Он дважды доктор филологических наук. Работал тогда в Институте русского языка имени Пушкина. Потом он работал в МГУ. А помните первого учителя? Помню. Александр Рафаэльевич Балаян. Сейчас жив-здоров. И стал моим очень хорошим другом. Потом я его приглашал сюда преподавать русский язык. Я знаю, что все космонавты, которые покоряли космос, учили русский язык именно в РУДН и в русского языка имени Пушкина. Вот скажите, как это помогает сближаться, когда все говорят на одном языке? Когда люди понимают друг друга? Очень важно, потому что, например, для китайских космонавтов это первый шаг. Учиться у вас, но через язык, непосредственно через русский язык. И они учились очень здорово. На нашем форуме ежегодному на этот год мы приглашали китайского известного космонавта Дин Хайпeng. Он трижды поднимался в космос. Он тоже там изучал русский язык. И это для нас очень большое событие. Все приезжали слушать его доклад. Он как раз рассказывал, что образование осуществило мою мечту в космос. Хорошая тема, да? Отлично. Когда вы говорили о космонавтах, я вспомнил, когда мы учились в Москве, я был лидером всех китайских землячеств. Мы тогда очень много работали с Домом дружбы. Они очень любезно приглашали известных этих деятелей, актеров и в том числе первую женщину-космонавт Терешкову. Валентину Терешкову. Я лично присутствовал, слушал ее доклад. Она, я помню, хорошо помню, она говорила, когда мы летали в космосе, единственное человеческое сооружение, которое можно видеть из космоса невооруженным глазом, Великая Китайская стена. Я знаю, что вы занимали должность заместителя министра образования Китая. Да. Способствовало ли этому полученное образование в России? Ну, как китайцы говорят, когда пьешь воду, не забывай того, кто этот колодец вырыл. Значит, для меня, я бы сказал, я получил прекрасное воспитание в Советском Союзе, в России. Поэтому это образование, конечно, дало мне очень многое. Хотя я учился там всего 3 года, но эти 3 года, можно сказать, сыграли судьбоносную роль в моей личной жизни. Но когда я вернулся на родину, преподавал русский язык в педагогическом университете. Потом стал ректором. После этого я работал в пекинском правительстве, отвечал тоже за образование. После Пекина я стал работать в Министерстве образования КНР как заместитель министра. Что уникального есть в системе образования России и Китая? Есть ли какие-то особенности, которые вы, когда обучались, взяли с собой на вооружение и уже применяли в должности заместителя министра образования?
замечательный вопрос. Знаете, советское образование и китайское образование имели очень много общего. Ведь в 50-е годы прошлого века мы почти полностью переняли советскую систему воспитания и образования. На этой основе мы нашли свою дорогу. На этой основе. Поэтому я сказал, оно имеет очень много общего с русским образованием. Например, это такое образование дает нам, чтобы, позволяет нашим студентам стать специалистами своих отраслей. Например, инженерное воспитание закончил, ты стал инженером. Это отличается от западного воспитания, образования, которое, западное подчеркивает фундаментальные такие знания, называется общее знание. Окончишь, не может быть, не станешь специалистом. Как такой общие кадры с общим уровнем такого образования. Поэтому есть и преимущество советского или российского образования. Поэтому, к слову сказать, 18 октября мы организовали очень большую выставку, называется «Международного образования». На этой выставке Россия стала нашим почетным гостем. И многие, я сам получил российское образование. Но когда журналисты спрашивают, я и пример. Поэтому я бы сказал, в России доброкачественное образование. У меня в руках книга, это итоги 3-го Всемирного форума выпускников, на котором вы выступали. И, я сейчас с удивлением вижу, что здесь вы сказали дословно те же самые слова. Китайская поговорка гласит, когда пьешь воду из колодца, не забывай, кто его вырыл. Я первый раз Это было в 2012 году. Я помню. И я вижу, что вы не меняете свое мнение. Конечно. Китайцы в этом отношении, те выпускники советских или же российских вузов всегда благодарны России, благодарны российскому народу за это, за свое воспитание. Я дарю вам эту книгу на память. Это очень хороший подарок, потому что у меня нет его. Спасибо. Я вижу у вас 2 ордена. Один – это орден дружбы. Это Владимир Владимирович Путин лично мне присвоил. Это орден дружбы. Это было в 2004 году, 4 октября. Это как президент Российской Федерации мне вручил. Через несколько лет он вручил мне другую золотую медаль, но не как президент, а как премьер-министр. Это в нашем Доме народных представителей Китая. А вторая – это медаль Пушкина. Она награждается всем выдающим русистам. Хотел сказать, одно время подписывать этот диплом президент и генеральный секретарь. Я был тогда вице-президент и генеральный секретарь. Я подписываю. Я тогда сказал, на моих плечах лежит ответственность распространения русского языка не только в Китае, но и во всем мире. Потому что я вице-президентом апреля.
Вам большой привет передавал президент Института русского языка имени Пушкина господин Костомаров. И отдельный подарок они вместе с ректором Маргаритой Русецкой передали вам уникальное издание, большой универсальный словарь русского языка, который вышел совсем недавно, и здесь собраны все самые лучшие наработки, которые были завершены вот в это последнее время. Поэтому это уникальное издание, они просили передать именно вам. Спасибо огромное. Для русистов нет лучший подарок, чем словарь. Я сам тоже составляю словарь. Спасибо огромное. Передайте мой пламенный привет моему ректору, бывшему ректору Костомарову. Обязательно. Когда ребенок уезжает далеко на учебу, ему напутствие родители дают. Дайте, пожалуйста, напутствие нынешним студентам, которые поедут учиться в Россию в этом году. С удовольствием. Учитесь ради дружбы. Учитесь ради блага наших народов.